Сулейман, ставший в 16 лет наследником престола, правителем Манисы. Чтобы обрести идеальную семью и блестящую карьеру, Халид Эргенч прошел через многие испытания. Сегодня актер знаменит на весь мир, счастливо женат и востребован. Однако еще 10 лет назад ничего этого не было. Подпишись на канал, жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя. Халид родился в творческой семье, его отец Саид Эргенч тоже был актером, причем весьма популярным в Турции. Однако его наследник поначалу не мечтал о работе в кадре. После школы юноша поступил в Стамбульский технический университет, но быстро понял, что точные науки не его стезя. Вскоре Халида захватила музыка, он подрабатывал вокалистом, а также выступал с балетом певицы Айше Пикан. Но к 1996 году Эргенч все-таки четко решил, что хочет посвятить свою жизнь кино. Вот только ярких проектов пришлось ждать долго. Поначалу играл в проходных лентах и малопопулярных сериалах, что почти не приносило денег. Параллельно с работой на телевидении Халид реализовывал свой талант и в театре, где ему везло гораздо больше. Местная театральная публика быстро оценила таланты начинающего артиста, но настоящая слава пришла в середине 2000-х. После выхода сериала «Алия» и фильма «Отец и сын» Эргенча наконец-то стали называть в числе звезд первой величины. На тот период пришлось его знакомство с первой супругой Гизем Сайсалды. В 2007 году влюбленные сыграли пышную свадьбу. Поклонники были уверены, что артист обрел личное счастье, но союз просуществовал совсем недолго. Впереди Халида ждала настоящая любовь и популярность, о которой он раньше не мог и мечтать. Еще до свадьбы с Гизем, Халид прошел кастинг на главную роль в сериале «Тысяча и одна ночь». И на съемках этого проекта, уже будучи женатым, артист влюбился в Бёргюзар Карель. Актеры были знакомы и ранее, но в совместной работе им удалось по-настоящему сблизиться. Твои глаза словно спелые маслины из райского сада. Довольно быстро стало понятно, что флирт на съемочной площадке перерастает в нечто большее. К тому же в прессе постоянно появлялись совместные фотографии звезд. В 2008 году Эргенч решил больше не скрывать новые отношения и подал на развод. Ну а дальше разразился громкий скандал. Бёргюзар обвиняли в том, что она увела чужого мужчину, а Халид из любимчика зрителей превратился в злодея и предателя. Вскоре появились слухи, что Гизем Сайсалды была беременна, но из-за развода с Эргенчем сделала аборт. Это еще больше настроило общественность против новоиспеченной парочки. Что самое интересное, влюбленные страдают из-за отголосков той истории до сих пор. Прошло столько времени, но люди до сих пор обсуждают наш брак. Почему они не могут забыть нас? Вынужден сказать еще раз, что Бёргюзар не причастна к распаду первого брака. Бёргюзар – моя жена, которую я безгранично люблю и уважаю. Когда начался наш роман, мы были готовы к трудностям. Ваши обвинения в адрес моей жены ничего не изменят. Поэтому я требую проявить уважение и не оскорблять мою супругу, подчеркнул тогда артист. В 2010 году Бёргюзар родила актеру сына, которого назвали Али. Многие были уверены, что влюбленные не выдержат давления общественности, ведь негатив в их адрес был слишком силен. Однако Карель и Эргенч вместе до сих пор. Они прошли проверку прессингом СМИ, и даже всемирная слава Халида не повлияла на отношения пары. Когда продюсеры телеканала Star TV объявили о создании сериала про султана Сулеймана, в Турции выстроились очереди из актеров, мечтающих сыграть главную роль. Молите Аллаха оберегать нас от неблаговидных поступков. Я Сулейман, стремящийся разгадать тайны, делающий ювелирные украшения, чтобы научиться терпению, никогда не забывающий выученного. Сулейман. Для всех было очевидно, что проект станет хитом, но такого феноменального успеха вряд ли кто-то ожидал. Дело в том, что «Великолепный век» буквально изменил представление о турецких сериалах в Европе. До этого местные мыльные оперы не воспринимались всерьез. Но после такого масштабного проекта турецкие телехиты стали востребованы во всем мире. Для Халида роль Сулеймана, разумеется, имела огромное значение. Тут и деньги, и популярность, и возможность показать свой творческий диапазон. Однако после выхода первого сезона на всех артистов, занятых в съемках, обрушилась критика.
А создатели обвиняли в популяризации лживого образа Сулеймана, который якобы совершенно не соответствовал действительности. Мне кажется, что если бы мы все умели хорошо рисовать, и каждый из нас решил бы изобразить султана Сулеймана, то получилось бы столько портретов, сколько было бы и художников. И эта мысль помогла мне не обращать внимания на критику. А потом мы его героя полюбили, поскольку одной из сильных сторон нашего Сулеймана является то, что он человек с сердцем, полным любви, подчеркивал артист. Еще одна проблема уже напрямую касалась личной жизни Эргейнча. Дело в том, что сразу же после выхода сериала на экраны актеру начали приписывать роман с Мерьем Узерли. Якобы звезды слишком реалистично изображали страсть. Сама Мерьем заявляла, что не испытывает нежных чувств к Халиту, а с его женой она и вовсе находится в дружеских отношениях. Вот только в эту версию поверили далеко не все. Поклонники помнили, что роман Эргейнча и Бёргюзар Карель начался именно на съемочной площадке. Вскоре и сам артист подогрел слухи о семейных конфликтах, признавшись, что жене было тяжело наблюдать за постельными сценами с его участием. Моя жена, увидев во время съемок сериала меня вместе с Мерьем, начала плакать, рассказал актер в одном из интервью. Турецкие СМИ в тот период то и дело сообщали о конфликтах экранного султана с женой. И кто знает, чем бы закончилась эта семейная драма, если бы Мерьем Узерли внезапно не сбежала со съемок 3-го сезона. Заканчивать работу над великолепным веком пришлось без нее, зато Бёргюзар наконец-то вздохнула спокойно. Невероятная популярность сериала сделала Эргейнча кумиром зрителей. Теперь актер мог выбирать самые интересные роли и проекты. Правда, сейчас о повторении феноменального успеха Халиту остается только мечтать. После великолепного века Халид немного снизил творческую активность, объясняя это тем, что нуждается в отдыхе после изнурительной работы. Следующим крупным проектом звезды стал сериал «Моя Родина». Это Пусть каждый кусок хлеба будет для меня грешным, если я не выгоню греков с этой земли. Лучше я умру, чем забуду об этом. это ты, но и тут не обошлось без громких скандалов. Дело в том, что Эргенч с самого начала стал диктовать продюсерам жесткие условия. Он требовал гонорар в размере 150 тысяч турецких лир, около 1,5 миллиона рублей, за каждую серию, а также хотел участвовать в работе над сериалом на всех этапах. Халид вмешивался в написание сценария, контролировал кастинг и в итоге потребовал, чтобы на главную женскую роль взяли его супругу Бёргюзар. Вот только у продюсеров были иные планы. Они даже успели заключить контракт с другой актрисой, которой экстренно пришлось расторгать. В итоге главная роль все-таки отошла жене Халита. Сериал получил смешанные отзывы в Турции, а популярность в мире была далека от показателей великолепного века. Но 2020 год ознаменовался для Эргейнча сразу несколькими важными событиями. Сначала на экраны вышел сериал «Вавилон» о финансовых махинациях. Ищи пытаются среди этого богатства забрать то, что положено им. В этом и заключается противостояние. Рад тебя видеть. Что такое? Он узнал, какой у него будет подарок на день рождения, и решил поговорить с тобой. Вас ждет господин ректор, это очень срочно. Наконец-то, тебе наконец предложат эту должность. Я доверился тебе, дал тебе очень важное поручение. Ты же провел махинации за моей спиной. Это что, шутки? Я бы никогда на такое не пошел. У шоу были неплохие рейтинги, но уже к середине сезона они начали стремительно падать. Будут ли проект продлевать, пока неизвестно. Что касается личной жизни, то совсем недавно Эргенч снова стал отцом. Из-за беременности Бёргюзар пришлось отложить съемки сразу в нескольких проектах. При этом сами влюбленные признавались, что вообще не хотели оставить рождение малыша в тайне. Мы уже давно были готовы к появлению на свет второго ребенка. Сейчас для этого самый подходящий момент. Я счастлив, делился актер. Сын пары родился в начале марта, но родители до сих пор не прокомментировали радостную новость. Сейчас, из-за распространения вируса, Халиту пришлось взять временную паузу в работе. Судя по всему, после громких скандалов и личных проблем в жизни Эргейнча наконец-то абсолютно белая полоса. Подпишись на канал, жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя.